Привет! Сегодня поговорим о вещах, которые никто не делает в GTA Online. Прыжки с парашютом, и речь сейчас пойдет не только про те, что берутся у Доминика, но и те самые, что присутствуют в игре для получения уникального парашюта Junk Energy. Выполнили 10 раз и забыли, а если ты при просмотре ролика вдруг подумал, что как же так, я же выполнил там уже больше сотни прыжков, то отметьте, пожалуйста, в комментариях. Нужно будет записать тебя в отдельный блокнот, но пока что только карандашом, так как это всего лишь один пункт из тех вещей, которые никто не делает в GTA Online. А про классические прыжки я и вовсе молчу. Выполнили разок, победили друга или ради достижения, а там если и захочется прыгнуть с парашютом, то можно будет это сделать в свободном режиме, придумав лично себе или совместно с вашими друзьями какой-нибудь невероятный челлендж. И, кстати, в открытой сессии хотя бы можно выпендриться перед другими игроками в испытании свободного режима, где нужно открыть парашют перед самой землей и при этом остаться в живых. Но это уже совсем другая история. Ограбление магазинов. Вот если серьезно, вы кого-нибудь, кроме меня и ботов, в новом событии видели, чтобы те или кто-то еще грабил магазин? Разумеется, в начале или в определенный момент своего пути в GTA Online вы ограбили каждый магазин для достижения. Если нет, то просто этот момент еще не настал. Ну а дальше? Зачем вам это делать, если даже с бота, который его ограбил, вы получите больше, чем если напрямую это сделаете? GTA логика, что сказать. А меня просто прикалывает заниматься такими вещами, которые никто не делает. Далеко не уходя от кассы, вы, наверное, даже забыли, что в магазинах можно украсть закуски. Ну камон, кому это надо? Даже я таким уже не страдаю, да и вообще, наверное, не страдал. Еду можно бесплатно получить много где, даже у жадного Симона. Однако, здравствуйте. Сам не знаю, как я тут оказался, но дело вот в чем. Помнишь, как нас всех бесит, когда ты такой угоняешь тачку на улице, а тебе бац и 2 звезды на воротник? А за что? Сложно, непонятно, чё к чему? А все дело в том, что данная телега в этот момент интересует нашего старого доброго армянского друга Симона, с которым мы знакомы еще с сюжетки. Ну зашкерился ты разок-другой от копов в ближайшей подворотне или в ЛСК на покраске, ну доставил машину в доки, а получил за это хрен с маслом. Отбивает желание заниматься подобным геморроем, не так ли? И всем привет, с вами Антромер. Помните ли вы самое дорогое по контенту обновление в GTA Online, а именно Arena Wars? Так вот, многих ли вы знаете игроков, которые готовы зайти туда поиграть без увеличенных выплат на деньги ERP? Или хотя бы при двойных выплатах на спонсорский опыт? Лично я таковых не знаю, не уверен, что это вообще стоит того. Даже если вы каким-то образом сможете прокачать максимальный уровень арены, вы получите в подарок ржавый трактор. Даже Rockstar немного намекает, что ваша разорванная жопа ничего не стоит. Помимо этого, во время прокачки уровня вы будете получать несколько другого эксклюзивного транспорта Pegasus, о котором даже и не вспомните. Ну и еще по мелочи вам будут открываться оптовые цены на модификации и одежду, которые добавили с обновлением Arena Wars. Теннис. Кому-то хочется играть в него более одного раза, или вы вообще играли в него? Ну уж очень долгая катка в нем, даже с одним сетом, ибо в нем около 9 геймов, а это примерно минут 40 игры. Конечно, можно повеселиться или упороться, играя в него, посмотреть анимации, поделать эксперименты, представить себя профессионалом и соревноваться, кто громче кричит в микрофон. Но, камон. Да-да, армрестлинг. Мало того, что для консольщиков это издевательство над геймпадом, так и действительно, кроме новичков, вы там вряд ли кого-то встретите. Сюда еще можно отнести гольф, ибо вряд ли без хорошей компании вы отправитесь играть в эту игру. Но радует, что можно настраивать, сколько и какие лунки вы хотите сыграть. Можно буквально залететь на 5 минут. Поэтому время от времени мы с друзьями в нем зависаем, играя самые быстрые и кайфовые лунки. Думали, это все? Дартс. Игра для одного или двух игроков. Вдвоем нельзя сыграть во фрикшопе и играть одному, скажем, ну такое. А вот с другом можно, конечно, разок сыграть. И да, дартс есть не только в баре в пустыне, но и в вашем баре, если вы его купили для клабхауса. Советую играть по классике, но, конечно, можно и более длинную катку устроить. Но вы же этого не сделаете, да? А знаете, что объединяет эти развлечения? Во-первых, одна победа в каждом необходима для платины в GTA 5. А во-вторых, теннис, дартс, гольф и армрестлинг нужно выиграть 25 раз, Карл, 25. Я уже говорил тебе, что такое безумие. Для закрытия соответствующих внутриигровых наград. Ты действовал наверняка?
Напишите в комментарии, если кто-то после этого видоса погнал развлекаться с помощью такого актива. Но я как-то сомневаюсь, конечно. Помню, как-то купил тир в бункере и думал, все, буду фаниться, время от времени заглядывать в эту пещеру и кайфовать под звуки стрельбы. С тех пор прошло уже полгода, и вот я стою здесь с друзьями, но есть одно но. Не для соревнований мы сюда пришли, а для записи нескольких кадров для видео. А вы когда последний раз заходили в ту же амунацию ради постреляшек в тире? Не помните такого? Вот и я не помню. А в бункере? Наверное, если и стреляли там, то только чтобы получить награды и забыть о его существовании. Конечно, там можно один разочек провести время с друзьями, посоревновавшись в точности, но не более. Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Ватман. Возможность таксовать ждали многие игроки, но когда она вышла, оказалось конкретно прям что-то не то. Наверняка вас хватило, как и многих, лишь на 10 поездок подряд и 50 в целом, чтобы заполучить внутриигровые ачивки и благополучно забить на это дело. Конечно, в этих однотипных пассажирах есть свой медитативный процесс, но о том, как это сделать гораздо интереснее, далеко идти не надо. Даже в сюжетном режиме было куда веселее развозить различных людей на такси за Франклина, но Rockstar решили пойти слишком легким путем, вернув нас во времена Сан-Андреаса. А мои идеи, а также различные интересные эксперименты с такси вы можете посмотреть на моем канале через подсказку, которая сейчас выскочила на экране. И прям босс того, что никто не делает в GTA Online. Да я думаю, в GTA 5 никто этого не делает. Автомойка. Вот скажите мне серьезно. Завозили ли вы в игре автомобиль на автомойку хотя бы один раз? А два? Я сейчас это сделал впервые. Вот вы мне не поверите, а вот реально впервые. Если вам не нравится, что ваш автомобиль испачкался, то вы можете его просто перевызвать. Надеюсь, вам понравился данный обычный-необычный ролик. Ссылки на все каналы, которые принимали участие в создании данного ролика, я оставил в описании. Было бы круто, если бы вы подписались на меня, на них, поставили лайк этому видосу, поделились им с друзьями, нажали бы колокольчик. Но это я уже что-то, совсем размечтался. Ну а я, в общем, с вами не прощаюсь. Увидимся в Лос-Сантосе!